Глава 836. Алтарь. Пламя зарождающейся души мерцало в маленьком лазурном котле, испуская обжигающие волны тепла, что быстро повышало температуру в комнате. Холодный блеск сверкнул в глазах Ханли. Он поднял руку, ударяя по маленькому котлу заклинанием. Котел звякнул, и из него поднялся лазурный свет, который облетел его и приподнял в воздух. После этого Ханли указал на нефритовую коробку. В следующее мгновение коробка открылась, и оттуда вылетел угольно-черный стебель длиной в несколько дюймов. Ханли взглянул на стебель и взмахнул рукой, подняв его вверх на 3 метра над коробкой. Затем он указал на него и отрезал пятую часть стебля мерцающим голубым светом. По взмаху рукава вылетело лазурное облако света и швырнуло отрезанный кусок стебля в маленький котел. После этого он ударил по оставшейся части стебля заклинанием и запечатал ее обратно в коробке. Затем Ханли указал на длинную деревянную коробку и открыл ее, вынув стебель сверкающей зеленой духовной травы. С помощью своего светового меча он использовал свет меча, он отрезал небольшой кусок и бросил его в котел, так же, как и предыдущий ингредиент. На протяжении всего времени Ханли продолжал отсекать необходимое количество различных материалов и бросать их в котел в соответствии с формулой таблетки природной энергии. В конце концов, пришло время использовать фрукт духовного роста, и Ханли отрезал четверть фрукта, затем поместил его в котел. В следующее мгновение Ханли указал на плавающий котел и плотно закрыл его крышку. Ханли глубоко вздохнул и приступил к следующей части процесса изготовления таблетки. Открыв рот, он выплюнул поток лазурного пламени зарождающейся души и окутал им котел, еще больше повысив температуру в комнате. Глядя на маленький котел, Ханли непрерывно щелкал пальцами, выпуская заклинания один за другим. Вскоре после этого из котла послышались раскаты грома, постепенно становясь все громче. Ханли нахмурился, услышав это, и стал периодически формировать различные жесты заклинаний. В результате раскаты грома стали тише и смягчились в мгновение ока. Выражение лица Ханли застыло, а его глаза загорелись синим светом, изучая происходящее внутри котла. В то время, пока Ханли сосредоточился на изготовлении таблеток, группа мастера секты Духовного Призрака наконец-то поднялась на вершину гигантского алтаря посреди болота. Было странно то, почему древние культиваторы наложили такие странные ограничительные заклинания на ступени алтаря, из-за которых они чувствовали всю большую тяжесть на теле по мере приближения к вершине. В результате, когда они достигли середины, они еле ползи. Им понадобился целый день, чтобы добраться до вершины, по сравнению с теми 4 часами, что они потратили на подъем до середины. По дороге им даже пришлось отдохнуть полдня, чтобы восстановить свою магическую силу. Культиваторы зарождающейся души чувствовали себя достаточно хорошо, но 3 учеников в стадии формирования ядра едва смогли достичь вершины. На последних десятках шагов они чувствовали себя так, будто на каждом шагу на них давили 1500 тонн. Они едва могли двигаться даже после того, как восстановили свою магическую силу. Конечно, Вэйвуя было идти легче всех. С самого начала ограничительные заклинания не оказывали на него никакого влияния. 2 другим культиваторам на средней стадии зарождающейся души в процессе подъема по лестницам пришлось поднапрячься. Конечно, непринужденность Вэйвуя во время подъема произвела глубокое впечатление на Ван Тиньшена, мастера секты Духовного Призрака, и он еще больше оценил его способности. Несмотря на то, что у группы культиваторов был разный уровень культивации, Ван Тяньшен также постарался дойти до вершины алтаря, не останавливаясь. Как только он достиг вершины, он внезапно почувствовал, что огромное давление полностью исчезло. Ученики секты Духовного Призрака вздохнули с облегчением, когда наконец достигли вершины. Хотя они защищали свои тела световым барьером, они все еще чувствовали, как все их тело болели от давления, словно у них тело как у смертных. Это было такое чувство, которого они не испытывали целую вечность. Культиваторы редко уставали от ходьбы. Ван Тиньгу и другие культиваторы зарождающейся души не обратили на это никакого внимания и вместо этого стали оглядываться по сторонам. Верхняя часть алтаря, шириной более 300 метров, была построена из сверкающего белого нефрита. В центре находился темно-зеленый нефритовый стол для подношений длиной более 20 метров. Помимо стола для подношений, в каждом углу алтаря стояла каменная колонна высотой 30 метров, на которых были выгравированы древние талисманные символы. На вершине колонн стояли каменные, но невероятно реалистичные статуи Целинь. Рассмотреть все это не заняло много времени. Вэйвуя не заметил ничего примечательного в этих предметах и нахмурился, а затем взглянул на Ван Тяньшена. Мастер секты смотрел в небо, заложив руки за спину, будто высматривал нечто интересное. Вэйвуя заинтересовался этим и тоже перевел свой взгляд на алое пространство в небе. Это пространство было довольно низко к ним и пылало различными огнями.
Кроме световых лучей, в нем не было ничего необычного. «Мастер Ван, мы прибыли. Где вход в духовный эфирный сад?» Прямо спросил Вэйвуя. Ван Тяньшин спокойно ответил: «Не торопись, брат Вэй. Вход в духовный эфирный сад скрыт ограничительными заклинаниями. Душа в свитке знает, как его снять. Нужно призвать ее». Выражение лица Вэйвуи дрогнуло: «Вот как. Поэтому ты заключил соглашение с двойником мастера Цанькуна?» Ван Тяньшин усмехнулся и сказал: «Брат Вэй очень проницателен, но, пожалуйста, наберитесь терпения, пока я вызову его». Он сунул руку в рукав и достал серебристо-белый свиток. Выражение лица Ван Тиньгу дрогнуло, и он молча подошел. В этот момент Ван Тяньшин развернул свиток, и оттуда вылетел шарик серебряного света, материализовав образ конфуцианского ученого. «Неплохо. Это то место. Я не думал, что действительно настанет день, когда я вернусь сюда». Материализованная душа двойника мастера Цанькуна оглянулась с волнением, не обращая внимания ни на кого из окружающих. Ван Тяньшин холодно посмотрел на конфуцианского ученого и спокойно сказал: «Как договорились, я принес тебя на алтарь. Настало время завершить сделку и открыть проход в духовный эфирный сад. Ты уже установил на меня свои ограничительные заклинания и все еще боишься, что я тебя обману». Да, вход в духовный эфирный сад находится над алтарем, но это довольно странное ограничительное заклинание. Мне нужно будет лично открыть этот путь. Сказав это, конфуцианский ученый поднял голову к небу и сделал жест заклинания руками, вызвав серый огненный шар. Он подбросил его в небо взмахом руки. Шар засветился радужным светом, а затем исчез. Ученый кивнул при виде этого и повернулся взглянуть на каменные колонны вокруг него. Не желая тратить время, он быстро сказал: «Господа даосисты, если вы вложите немного духовной силы в 4 каменных колонны, это позволит мне продолжить снимать ограничительное заклинание». Как только он это сказал, культиваторы зарождающейся души переглянулись между собой. Ван Тяньшин немного поколебался, а затем сказал: «Хорошо. Давайте сделаем, как он говорит. Вы, 3 учеников, направляйтесь к каменным колоннам. Младший боевой брат Ван, мне придется побеспокоить тебя, чтобы занял последнюю колонну. Как скажете, мастер секты». 3 учеников быстро подчинились. Ван Тиньгу тоже без колебаний подошел к каменному столбу. Под командованием Ван Тиньшена все 4 прикоснулись к каменному столбу перед ними и стали медленно вливать в них духовную силу, передавая духовную силу в каменную статую на ее вершине. Вскоре после этого 4 каменных столба завопили и задрожали, а статуи Цилинь наверху начали светиться светом. Через мгновение их глаза стали багрово-красными, как будто они были живыми. При виде этого у Вэйвуя на лице появился легкий испуг. Казалось, когда-то он видел нечто похожее, но не мог вспомнить где. Мастер секты духовного призрака просто молча наблюдала за происходящим. Внезапно статуи Цилинь медленно подняли головы и раскрыли пасти, внутри которых можно было разглядеть радужный свет, словно они собирались что-то изрыгнуть из себя. В этот момент конфуцианский ученый начал двигаться. Он поднял руки и щелкнул пальцами, нанося удары по каждой из 4 статуй Цилинь одной серой печатью заклинания. Внезапно свет в пасти статуи запульсировал, и они выпустили лучи радужного света в небо. Через мгновение лучи радужного света объединились в один 3-метровый шар радужного света. Пространство, окружающее шар, начало искажаться, а затем взорвалось, сотрясая все вокруг. Ослепляющее радужное сияние на какое-то время накрыло алтарь, и удивительные духовные колебания Ци потрясли мир вокруг них. Перед ними возникла опасная ситуация. Даже выражение лица Вэйвуи стало неприглядным, когда он почувствовал силу колебаний Ци. Другие неосознанно сделали несколько шагов назад и начали распространять духовную силу в своих телах, готовясь защитить себя. К счастью, этот взрыв был довольно коротким. В мгновение радужный свет исчез, и духовная Ци рассеялась. Культиваторы почувствовали это и взглянули в небо. Вэйвуя побледнел и, повернув голову к конфуцианскому ученому, холодно сказал: «Это так называемый вход в духовный эфирный сад». Глава 837. Открытие прохода. В небе, в 300 метрах над алтарем, появилась серповидная дуга. Дуга сверкала ярким светом и была шириной 100 метров и длиной более 150 метров. Это была огромная пространственная щель. Однако она была скрыта каким-то неизвестным ограничительным заклинанием. Несмотря на присутствие 3 могущественных культиваторов зарождающейся души, ни один из них не смог ощутить ее существование.
Неужели это был вход в духовный эфирный сад, несмотря на огромные способности, которыми обладали эти культиваторы зарождающейся души? Даже у Вэйвуя не хватало смелости проникнуть в пространственную щель своим духовным чутьем. Поскольку силу пространственной щели не мог блокировать даже культиватор, Вэйвуя пришел в ярость. Конфуцианский ученый взглянул на людей перед ним и сказал: «Духовный эфирный сад является проходом между царством духов и нашим царством смертных. Если мы хотим туда попасть, нам, естественно, понадобится помощь этой пространственной щели. С помощью небольшой деформации эта пространственная щель станет входом в духовный эфирный сад. Не беспокойтесь, я не тороплю вас. Есть еще один метод, который мы можем попробовать прямо сейчас. Однако он заключает в себе небольшую опасность. Даже у меня есть только 70% вероятности сделать это. У культиваторов в стадии формирования ядра не хватит сил на это. Вход в пространственную щель для них верная смерть». Ван Тиншен, мастер секты духовного призрака, проговорил с мрачным выражением на лице: «Всего 70% шансов на успех. Раньше ты не говорил об этом». Ученый холодно улыбнулся и сказал: «А это имеет значение. Будь всего 20% на успех, ты бы все равно предпринял эту попытку, ведь так?» Холодный блеск засиял в глазах Ван Тяншеня. Затем он поднял руку и достал малиновый командный медальон. «Что ты делаешь?» В панике закричал конфуцианский ученый. Ван Тиншен молча взмахнул командным медальоном, и он вспыхнул ярким алым светом. Конфуцианский ученый внезапно закричал и упал на землю. В тот же момент на его конечностях появились алые талисманные символы, которые стали перемещаться по его телу. Проклятие душевного страха. Ван Тиньгу задрожал при виде этого. У Вэйвуя на лице появилось странное выражение. Вэйвуя уставился на конфуцианского ученого, катающегося по земле, и равнодушно сказал: «Это проклятие душевного страха, одно из тайных проклятий секты духовного призрака. Я слышал, что эта секретная техника более безжалостна, чем другие техники ограничения души. Душу культиватора, на которого было наложено это ограничение, можно рассеять при помощи одной лишь мысли». Ван Тиншен повернулся к нему с сияющей улыбкой и усмехнулся: «Брат Вэй действительно опытный. Это действительно проклятие душевного страха. Похоже, что этот остаток двойника мастера Цанькуна верит в то, что ему нет равных, кроме самого мастера Цанькуна. Естественно, было немного дисциплинировать его этим ограничением». Вэйвуй кивнул и больше ничего не сказал. Независимо от воспоминаний, которыми может обладать душа, она должна была вести себя смирно. Конфуцианский ученый в настоящее время подвергался огромным мучениям. Каждый раз, когда алые символы талисмана совершали перемещение по его телу, он дрожал, катаясь по земле, держась руками за голову в агонии. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить обед, материализованная форма конфуцианского ученого начала расплываться. Только тогда Ван Тиншен снова взмахнул командным медальоном и положил конец его пыткам. Затем Ван Тиншен властно сказал: «Ты уже должен был усвоить свой урок. Даже если у тебя есть воспоминания мастера Цанькуна, теперь ты всего лишь остаток души. Только попробуй снова сделать что-нибудь глупое, и тебе не сдобровать. Я действительно хочу войти в духовный эфирный сад, но если ты будешь водить меня за нос, и я не стану выполнять наш уговор». «Понял. Сейчас я открою проход». Конфуцианский ученый замерцал зеленым светом, и его форма снова стабилизировалась, а лицо стало спокойным. Ван Тиншен был очень удивлен при виде того, как конфуцианский ученый быстро восстановил свое самообладание. Как только он сузил глаза и собирался сказать еще что-то, конфуцианский ученый засветился зеленым светом и медленно полетел к пространственной щели выше. Ван Тиншен оставил свои слова при себе. В конце концов, открытие пути к духовному эфирному саду было важнее, чем дисциплинирование остатка души. Вэйвуя и другие молчали, холодно наблюдая за действиями конфуцианского ученого. Неизвестно, как скоро он сможет открыть им проход через эту грозную пространственную щель. Ученый остановился в 60 метрах от пространственной щели и поднял голову к ней. Со странным выражением на лице он выплюнул шар зеленого света, в котором была черная жемчужина размером с мизинец, кружившаяся в воздухе. Как только конфуцианский ученый высвободил жемчужину, его лицо стало смертельно бледным, а его фигура — тусклой. Казалось, что в жемчужине была большая часть силы его души. Несмотря на свою слабость, конфуцианский ученый заставил себя указать на жемчужину и крикнуть: «Вперед!». Черная жемчужина сразу же засияла ярким светом и взлетела в воздух. При виде этого на лице Ван Тяншена появилось удивление: да куда она? Пока другие культиваторы в шоке наблюдали за происходящим, жемчужина оказалась в 10 метрах от щели, и ее стало затягивать внутрь. Во вспышке белого света пространство пространственной щели исказилось, и жемчужина исчезла без следа.
Какое-то время пространственная щель выглядела совершенно обыденно, но внезапно фигура конфуцианского ученого размылась с угрюмым выражением на лице, увеличивая расстояние между собой и пространственной щель. Вэйвуэ и другие были ошеломлены. Прежде чем они поняли, что он делает, пространственная щель внезапно приглушенно загудела. Затем центр щели замерцал зеленым светом, быстро расширяясь в шар шириной 3 метра ослепительного темно-зеленого сияния. Из-за шара света доносилось пронзительное шипение. Конфуцианский ученый с бесстрастным лицом спустился к алтарю и сказал: «Приготовьтесь. Вам нужно будет сосредоточить всю свою духовную силу на зеленом свете, чтобы открыть проход в духовный эфирный сад». Вэйвуэ и Ван Тиньгу при виде этого невольно переглянулись между собой. Ван Тяньшин задумался на мгновение, а затем сказал: «Давайте сначала попробуем и посмотрим, есть ли какой-нибудь эффект». Вэйвуэ нахмурился. Он еще раз взглянул на темно-зеленый свет, но не сказал ни слова. Ван Тиньгу также не высказал возражений. 3 культиватора зарождающейся души сделали жест заклинания руками, а затем подняли свои руки к небу и выпустили несколько разноцветных лучей света в темно-зеленый шар света в центре пространственной щели. Это зрелище делало очевидным их высокий уровень культивации. Зеленый луч света, который Вэйвуэ выпустил из его рук, был толщиной с чашу, а у 2 других культиваторов зарождающейся души были несколько меньше. 3 луча света влили огромное количество духовной силы в шар темно-зеленого света, и резкое шипение, которое он издавал, стало громче. Мгновение спустя темно-зеленый свет постепенно стал темно-черным и начал образовывать черную дыру, диаметр которой составлял всего 1 фут. Было неясно, куда вела эта дыра. Ван Тяньшен и другие при виде этого обрадовались. Эта странная сцена четко показывала, что конфуцианский ученый не обманул их. 3 быстро распространили духовную силу по своему телу, и лучи света, которые они выпустили, стали толще, в результате чего темно-зеленый свет в пространственной щели стал толще. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить кружку чая, дыра увеличилась в длину, и в нее, казалось, едва мог пройти 1 человек. Ученый при виде этого спокойно сказал: «Теперь вы сможете войти». Однако вход все еще нестабилен, и у меня нет 2-й жемчужины пространственной щели, чтобы открыть проход. Если вы не хотите быть пойманными в ловушку на другой стороне, вам лучше продолжать вливать в нее духовную силу, чтобы проход стабилизировался. С этими словами Вэйвуэ и другие испытали небольшой шок. Увидев, что черная дыра колеблется, они не осмелились остановиться и продолжали вливать в нее духовную силу. Было ясно, что это, хотя и стабилизировало черный проход, потребляло много духовной силы. Мгновение спустя черный проход снова потерял стабильность. Это сбило с толку Ван Тяньшина. В результате он приказал своим 3 ученикам стадии формирования ядра: «Вы 3 помогите нам. Хотя у вас ниже уровень культивации, вместе духовной силы нам должно хватить». «Да, мастер секты». Услышав слова мастера секты, 3 учеников не смели медлить. Они поспешно собрали свою духовную силу и выпустили лучи света в сторону черной дыры. Конфуцианский ученый просто стоял на месте, наблюдая за происходящим. Со временем Вэйвуэ и другие влили почти половину своей духовной силы в пространственную щель и, наконец, стабилизировали ее. Глядя на это, культиваторы вздохнули с облегчением и перестали направлять в дыру свою духовную силу. Ван Тяньшен прищурился, увидев это, и спросил: «Это действительно проход в духовный эфирный сад?» Конфуцианский ученый молчал, вместо него сказал Вэйвуэ: «Должно быть, он настоящий. Я уже почувствовал другую сторону прохода, и там есть огромная область». Выражение его лица дрогнуло, когда он говорил это, и он облизнул губы. Другим не хватало духовного чутья, чтобы взглянуть внутрь черной дыры, но когда они слышали это, они обрадовались. Раз брат Вэй сказал это, то, видимо, так и есть. Однако лучше быть осторожным. «Давайте сначала попробуем». Ван Тиньгу подавил свое головокружительное волнение и взмахнул рукавом. В проход вошел черный туман с силуэтом маленького призрака. Глава 838. Высший демон. Как только маленький призрак влетел в проход, его взорвало шар иньской ци. Ван Тиньгу, чье духовное чутье связано с призраком, побледнел, когда это произошло. Казалось, что уничтожение призрака нанесло ему немалое повреждение. Ван Тиньгу яростно взглянул на конфуцианского ученого и спросил, что происходит. «Неужели в проходе есть ловушки? А ты думал, что проход в духовный эфирный сад будет обычным? Не говоря уже о каком-нибудь бестелесном призраке, даже души призраков высшего ранга рассеялись бы, попав туда. Даже я смог бы войти только в теле свитка. В любом случае, проход открыт.
Вам решать, сможете ли вы пройти через него или нет, равнодушно ответил конфуцианский ученый, а затем превратился в шар зеленого света и влетел прямо в плавающий свиток с портретом. Выражение лица Ван Тиньгу стало угрюмым. Со слов ученого казалось, что бесформенные существа, такие как призраки, совершенно не могут войти в проход. Он и Ван Тяньшин удивленно переглянулись между собой. Вэй Вуй обдумал все это и сказал: «Я уже использовал свое духовное чутье, чтобы осмотреть проход. Хотя я вижу только расплывчатое изображение, нет никаких сомнений в том, что за проходом есть пространство. Я не хочу больше терять время на разговоры, поэтому я войду первым во избежание каких-либо неудач, которые могут возникнуть из-за промедления». Затем он направился в проход в виде полоски зеленого света. Выражение лица Ван Тяньшэня дрогнуло при виде этого. Он повернулся к своим ученикам и приказал: «Вы трое останетесь здесь и будете стоять на страже. Младший боевой брат Ван, давай проявим осторожность и пойдем вместе. Небольшая опасность — это цена за возможность войти в духовный эфирный сад». Затем он повернулся, взглянул на портрет перед собой и увидел, что дальнейших изменений не было. Ван Тяньшин вытянул руку и, призвав свиток, убрал его в рукав. Затем он вместе с Ван Тиньгу влетел в коридор. Поскольку говорилось, что в духовном эфирном саду были небесные лекарственные растения, и если бы они слишком отстали от Вэй Вуя, они могли бы понести значительную потерю. В результате трое быстро вошли в проход и бесследно исчезли на границе между мирами. Это не духовный эфирный сад. Первым сквозь проход прошел Вэй Вуя. Он осмотрел эту незнакомую землю с мрачным выражением лица. Кроме серой земли и груды камней, на этой пустынной земле не было совершенно ничего. Все, что Вэй Вуя смог увидеть в 5 километров, вокруг них было покрыто серым туманом, который достигал 100 метров в высоту. До того, как они прибыли сюда, они не верили, что духовный эфирный сад был всего лишь легендой, где росли всевозможные духовные травы и обладали в несколько раз большей духовной ци, чем в царстве смертных. Однако, как только Ван Тяньшин и Ван Тиньгу прибыли сюда, они мгновенно изменились в лицах и, казалось, еле сдерживали гнев. Вэй Вуй повернул голову и посмотрел на них с небольшим удивлением, а затем стал намного бдительнее. Сначала он полагал, что они призовут остаток души мастера Цань Куна из портретного свитка в гневе, как только попадут в так называемый духовный эфирный сад. В конце концов, мастер секты духовного призрака нарушил молчание и сказал: «Младший боевой брат, ты чувствуешь это? Здесь дьявольская ци, по крайней мере, в 2 раза плотнее, чем в мире смертных. Если бы нам пришлось сражаться здесь, мощь наших дьявольских техник значительно бы увеличилась». Взгляд Ван Тиньгу дрогнул, и он ответил со сложным выражением: «Старший боевой брат, мы культивируем одну и ту же технику, как я могу не чувствовать это? Если бы мы культивировали здесь, у нас был бы очень большой шанс преодолеть наши узкие места». Вэй Вуя, услышав это, камень, на котором он стоял, раскололся, и он мрачно сказал: «Господа даосисты, разве вы не собираетесь призвать остаток души и допросить его? Не говорите мне, что я приложил столько усилий ради этого». Слова Вэй Вуя напомнили Ван Тяньшину о гневе, который он испытывал к остатку души, и он ответил злобным выражением: «Конечно. Если он не даст нам объяснения, я покажу ему силу моей техники». Затем он бросил свиток на землю, желая призвать остаток души мастера Цань Куна. Но прежде чем Ван Тяньшин смог выполнить технику, чтобы вызвать его, из свитка вспыхнул свет, и вылетел зеленый шарик. Стоя сбоку, Ван Тиньгу действовал быстро, выпустив большую черную световую руку, и схватил его. Тем не менее, шар зеленого света, казалось, уже предсказал это и смог избежать его световой руки. Вэй Вуя просто наблюдал со стороны, в то время как Ван Тяньшэн был в ярости от наглости остатка души. Он вызвал темно-красный командный медальон, и на его лице появилось серьезное выражение. Он яростно встряхнул медальон в том направлении, в котором улетал зеленый свет, и медальон засветился малиновым светом, замедляя шар зеленого света вдалеке и заставляя его раскачиваться. Ван Тяньшин обрадовался при виде, но шар зеленого света стабилизироваться и улетел с еще большей скоростью. В мгновение ока он превратился в небольшой луч света вдалеке. Мастер секты духовного призрака был ошеломлен, не говоря уже о 2 других. Кажется, проклятие душевного страха секты духовного призрака больше не влияет на остаток души. Интересно. Я поймаю его вместо вас и посмотрю, что он собирается сделать. На лице Вэй Вуя с холодной улыбкой промелькнуло зеленоватое пятно. Ван Тиньгу оправился от шока и сказал: «Старший боевой брат, что, когда я использовал проклятие душевного страха на нем ранее, оно работало как положено. Ты сам видел. Мне очень интересно, почему сейчас оно не действует на него. Давай за ним. Я хотел бы знать, что он замышляет, раз привел нас сюда», со зловещим блеском в глазах проговорил Ван Тяньшин и выстрелил вперед.
Учитывая, что это пространство было настолько большим, они боялись потерять его из виду. Ван Тиньгу горько рассмеялся и последовал за ним. Вскоре после этого они приблизились к центру этого пространства и обнаружили, что Вэйвуэ сражался с материализованной формой конфуцианского ученого. На лице ученого не было ни намека на страх, к удивлению обоих. Подняв голову, чтобы посмотреть за ним, они почувствовали волну тревоги. В 30 метрах от конфуцианского ученого была демоническая статуя высотой в 100 метров, вырезанная из огненного кристалла, окутанная легкой дымкой тумана. У статуи было 2 руки, 4 ноги, 1 рог и черные чешуйки, переливающиеся ярким светом. У него было злобное выражение и пасть с обнаженными клыками. Сердце Ван Тиньгу дрогнуло при виде этого, и он тревожно вскрикнул: что это? У него такая плотная дьявольская ци. Он не был шокирован появлением огромной демонической статуи, но плотная дьявольская ци, которую она излучала, была запечатана. Она была в несколько раз плотнее чем-то, что они почувствовали по приходу сюда. Поговорим об этом позже. Давай сначала послушаем, что он скажет. Ван Тяньшин со страхом посмотрел на демоническую статую, а затем подлетел к Вэйвуэ вместе с Ван Тиньгу. В конце концов, ему нечего было бояться, пока он был вместе с культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Ученый при виде их улыбнулся. «Господа даосисты, подходите все вместе, тогда мне не придется объясняться более одного раза». «Зачем ты привел нас сюда?» – спокойно сказал Ван Тяньшин, но, осмотрев ученого, его сердце задрожало. Это было потому, что алые талисманные символы непрерывно мерцали по телу ученого. Проклятие душевного страха явно работало, но, несмотря на пульсирующие талисманные символы, перемещающиеся по его коже, у ученого на лице была сияющая улыбка, в которой не было ни следа боли. Кроме того, его материализованная форма была абсолютно устойчивой и не показала никаких признаков искажения. Ученый ответил совершенно спокойно: учитывая, что господа даосисты культивировали дьявольское искусство, переданное из древности, я уверен, что они почувствовали дьявольскую ци, которой нет в мире смертных. И что? Хочешь сказать, что это духовный эфирный сад? Спросил Ван Тиньгу. Ученый усмехнулся и сказал: духовный эфирный сад. Может быть, а может быть и нет. На лице Ван Тиньгу появилось ледяное выражение. Что ты имеешь в виду? Ты собираешься играть с нами даже после того, как мы прибыли сюда? Конфуцианский ученый ответил со странным выражением на лице: вы действительно верите, что древние культиваторы оставили бы секретную область, наполненную духовными растениями и духовной ци, для своих будущих поколений? Множество лет назад действительно существовала такая вещь, как духовный эфирный сад, их даже было несколько. Но теперь они все пусты и уничтожены в битвах за обладание ими. Возможно, это был заброшенный духовный эфирный сад, но теперь это просто измерение, которое граничит с нашим священным царством и миром смертных. Священное царство. Ты высший демон. Услышав это, Вэйвуэ тревожно закричал. В то же самое время он поспешно сделал жест заклинания и погрузил свое тело в зеленый дымящийся туман. Глава 839. Трансформация гниющей плоти. Ты знаешь о нашем священном царстве? В глазах ученого мелькнула тревожность, и он удивленно взглянул на Вэйвуэ. В зеленом тумане, который окутывал его, Вэйвуэ холодно сказал: хотя я не очень хорошо знаю о царстве высших демонов, я знаю, что вы, высшие демоны, не смогли сосуществовать с древними культиваторами. В древние времена античности вы даже пытались править нашим царством смертных. Мастер секты духовного призрака и Ван Тиньгу изменились в лицах, услышав это, и окутали свои тела слоем иньской ци. Затем они снова посмотрели на конфуцианского ученого и неосознанно сделали 2 шага назад. Хотя эти двое не слышали о царстве высших демонов, испуг Вэйвуэ и уверенное спокойствие ученого заставили их насторожиться. Ученый спокойно сказал: вам не нужно знать, кто я просто хочу поделиться с вами кое-каким опытом. Если вы согласитесь, ваш уровень культивации значительно увеличится, и вы даже сможете вознестись в царство божественной трансформации. Вам интересно послушать? Мастер секты духовного призрака переглянулся с Ван Тиньгу и спокойно сказал: мы хотим послушать такое грандиозное предложение. Все довольно просто. Видите труп высшего демона позади меня? Помогите мне снять с него печати, и я использую его тело, чтобы открыть щель в священное царство. В качестве награды я использую истинную дьявольскую ци божественных предков, чтобы превратить вашу конституцию в форму высшего демона, став членом нашего священного царства. Что скажете? Благодаря вашим талантам уровень вашей культивации совершит огромные скачки, как только закончится слияние дьявольской ци. Переход на стадию божественной трансформации будет только вопросом времени. Голос ученого звучал мягко и спокойно.
Растворить печать и слиться с дьявольской ци. Мастер секты духовного призрака почувствовал, как его сердце дрогнуло. Мгновенный и мощный прогресс в культивации и способность войти в стадию божественной трансформации были действительно заманчивыми. Он повернулся и взглянул на Ван Тиньгу, увидев, что тот тоже поддался искушению. Прожив так долго, Вэйвуя не раз встречал подобную хитрость и сразу понял их намерение. Вэйвуя громко крикнул им: «Откройте глаза на свою глупость! Вы действительно верите, что останетесь собой после того, как сольётесь дьявольской ци? Вы можете потерять свой интеллект и стать марионеткой этого высшего демона. Брат Вэй, что ты имеешь в виду?» Ван Тиньгу сразу же пришел в себя, словно ему на голову вылили ведро воды. Вэйвуя сказал серьезным тоном: «Что я имею в виду? Вы решили довериться демону из другого мира. Хотя я не знаю точно, что эта дьявольская ци сделает с вами, вы действительно верите, что принудительный прогресс вашей культивации с помощью странной ци из другого мира благоприятно повлияет на вас?» Мастер секты духовного призрака и Ван Тиньгу изменились в лицах от его слов. Затем они ледяным взглядом уставились на ученого. Ученый, услышав их, нахмурился и собирался что-то сказать, как вдруг на лице Вэйвуя произошли странные изменения. Внезапно в 3 метрах от каменной кучи позади них раздался свист, и из-за нее вырвалось черное пятно, мгновенно пронзившее живот ученого. Затем оно отлетело назад на 30 метрах и взвелось в воздухе. Это была маленькая угольно-черная змея с маленьким, невероятно острым белоснежным рогом и глянцевым телом. В животе ученого образовалась дыра размером с чашу. Поскольку у него не было тела из плоти и крови, в отверстии показался разрушенный кристалл размером с грецкий орех, оставшийся в его теле. Ученый посмотрел на разбитый кристалл, не веря своим глазам. «Как ты узнал, где находится камень моей души?» Из зеленого тумана Вэйвуя равнодушно сказал: «Я не культиватор призрачного да, поэтому я не знаю, что такое камень души. Тем не менее, моя пожирающая души змея довольно искусна в обращении с иньскими призраками и демоническими душами. Убить материализованный остаток души было легко». Услышав это, ученый криво улыбнулся, и его тело взорвалось облаком белосерой ци, взвившейся в воздухе. Мастер секты духовного призрака и Ван Тиньгу удивились при виде этого, а затем взглянули на огромную демоническую статую вдалеке и вздохнули с облегчением. Ван Тиньгу, глядя на дьявольский труп, спросил: «Господин Даосист Вэй, мы уничтожим труп высшего демона?» Немного помолчав, Вэйвуя покачал головой и сказал: «Если бы его можно было уничтожить, древние культиваторы, наверняка, сделали бы это. Нам лучше покинуть это место как можно скорее». Ван Тиньгу колебался. Затем мастер секты духовного призрака нарушил молчание, слова брата Вэя разумны. «Это место довольно странное. Лучше нам покинуть его». Когда Ван Тиньгу услышал это, он не стал возражать и поднялся в воздух. Но вдруг позади них раздался голос: «Кто позволил вам уходить? Поскольку вы прибыли в то место, где запечатано мое демоническое тело, вы думаете, что я позволю вам уйти отсюда живым?» Услышав этот знакомый голос, культиваторы тут же повернулись и не поверили своим глазам, когда увидели, что белая иньская ци, ранее рассеянная от ученого, снова сгущалась в шар. В мгновение ока она приняла форму серой однорогой призрачной головы, злобно уставившейся на 3 культиваторов. При виде этого первым напал мастер секты духовного призрака. Он быстро поднял руку и выпустил черный летающий кинжал. Хотя кинжал пронзил голову призрака, половину снова слились в одну, словно ничего не произошло. У всех 3 перехватило дыхание от увиденного, а на лицах отобразился шок, особенно у мастера секты духовного призрака. Секта духовного призрака специализировалась на секретных техниках контроля и уничтожения призраков. Его летающий кинжал был изготовлен усовершенствован с учетом этого мощного эффекта. Поскольку он никак не повлиял на голову призрака, в его сердце закрался страх. Вэйвуя при виде этого свистком призвал свою рогатую змею. В следующий момент его зеленый туман взвелся, и из него появилась большая темно-зеленая рука. Слегка дрожа, она метнулась к голове призрака. Когда 2 других увидели это, они тут же начали атаковать вместе Вэйвуя. Один из них выпустил облако иньской ци в направлении головы призрака, а другой глубоко вздохнул и выплюнул сверкающий золотой череп, который с воем вырвался вперед. В одно мгновение все 3 атаки достигли головы призрака. Но в это время вокруг головы призрака появился серый туман, из которого доносились жуткие вопли. Эти странные вопли были настолько пронзительными, что огромный запечатанный демонический труп засиял черным светом. Он внезапно открыл глаза, и из его глаз вырвались 2 полосы алого света, окутав голову призрака красным световым барьером. Густой кровавый запах наполнил воздух.
В тот же момент различные атаки достигли головы призрака, и воздух сотряс непрекращающийся грохот от взрыва в тот момент, когда черная ци и зеленый свет стали окутывать алый барьер. Но как только культиваторы прекратили свои атаки, перед ними снова предстал красный световой барьер. Независимо от того, что атаковала черная дьявольская ци или гигантская рука из ядовитого тумана, как только атаки коснулись барьера, барьер поглотил их, и в результате этого стал еще толще. Атаки черной змей и золотого черепа слабо повлияло на световой барьер. Все трое в смятении переглянулись между собой. В этот момент в запечатанном демоническом трупе произошла удивительная перемена. Черный свет исчез, а на его месте появился алый свет. Из его тела стали сиять нити алого света, полностью окутывав огромный демонический труп ослепительным красным сиянием. Помимо этого, барьер с рогатой головой призрака также засветился ярким светом, а призрак внутри закрыл глаза. Затем из него появилось бесчисленное количество тонких щупалец темно-красного света, которые в конечном итоге сгустились, образуя тело. Продолжая сиять красным, тело начало обрастать плотью и костями из слоя красных нитей. Это чудовищное зрелище привело в ужас культиваторов. Не только труп высшего демона, но и рогатый призрак также начали светиться светом, пока он обрастал плотью. Когда Ван Тиньгу увидел тело, принявшее форму из-за алого барьера, он заметил, что свет от запечатанного демонического трупа начал быстро тускнеть. В тот момент он вдруг вспомнил название секретной техники, о которой знал из легенд, и невольно вскрикнул: «Трансформация гниющей плоти». Это высшая дьявольская техника — трансформация гниющей плоти. Затем он поднял руки и выпустил полосы черного света, ударяя лучами света нити, которые соединяли голову призрака и демонический труп двумя медными дисками размером с ладонь. По поверхности этих дисков хаотично перемещались черные талисманные символы. Когда двое других услышали, как Ван Тиньгу назвал технику, они почувствовали, как их сердца дрогнули, и они неосознанно сфокусировали взгляд на его атаки. Когда два медных диска проникли в малиновые лучи света, они вспыхнули ярким светом и разорвали связь. В тот момент голова призрака уже имела в своем распоряжении почти полное тело демона. Она открыла глаза, сверкающие демоническим светом, один фиолетовым, другой черным, а на его лице появилась злобная улыбка. Глава 840. Поразительное изменение. Яркий свет начал обвивать тело Ханьли, а все вокруг него наполнилось туманом, снаружи которого закрутилось бесчисленное количество световых бликов. Ханьли сделал руками жест заклинания, и духовный свет вокруг его тела усилился. С земли поднялся вихрь света и мгновенно окутал его. Вскоре ветер задул с большей мощью, постепенно усиливаясь. Блики белого света затянуло внутрь шторма, как мотылька к пламени. Вскоре после этого шторм сформировал огромную колонну, подрывая с земли камни и песок, словно они были одержимы дьяволом. В этот момент заклинание Ханьли отразилось эхом от колонны ветра, заставляя его задрожать, а затем рассеяться. В воздухе повисли светящиеся облака плыли. Как только было произнесено новое заклинание, и светящиеся облака стали синими. Вскоре послышался звук падающей воды, и из ниоткуда вокруг Ханьли поднялись волны высотой до 300 метров. Сам Ханьли просто стоял внутри огромного водоворота, а его руки в жесте заклинания начали сверкать синим светом. В этот момент он выглядел как бог воды. Внезапно жест заклинания Ханьли изменился, и все вокруг стихло. Огромные волны исчезли в мгновение ока, словно они были иллюзией, а на их месте появились языки алого пламени. В пламени появилось около 10 100-метровых огненных драконов, каждый из которых извергает пламя из пасти. Затем пламя исчезло, и по желанию Ханьли его заменило зеленое море деревьев, бесконечная пустыня, ледяной мир и многие другие миры. На данный момент он казался божественным существованием. Ханьли выглядел довольным проделанной работой и использовал больше магической силы, чтобы сконденсировать 3-километрового гиганта. Он заставил его биться в грудь, а затем реветь так, что его рев мог разорвать небеса. После этого со всех концов горизонта к великану серебряной волной начал стекаться серебряный свет. Ослепляющие серебряные полосы заполнили небо, а гигант начал таять под ними словно лед под палящим солнцем. Но когда этот свет накрыл Ханьли, он почувствовал, как горят его глаза. Он немедленно закрыл глаза руками и в ужасе закричал. Вслед за этим серебряные огни в небе рассеялись. Ханьли чувствовал себя совершенно ошеломленным, но вскоре он открыл глаз. Серебряный свет и мир вокруг него полностью исчезли. Он сидел в уединенной комнате, а его тело было мокрым от пота. Ханьли глубоко вздохнул и успокоился, наконец вспомнив, что он в закрытой комнате в долине падения демонов.
Незадолго до этого он принял таблетку природной энергии, которую он изготовил, в результате чего попал в мир иллюзий из-за ее целебной силы. Хань Ли встал не сразу, а какое-то время просто сидел. Размышляя об опыте, пережитом в иллюзорном мире, его лицо дрогнуло, и в одно мгновение его лицо появилось прозрение, а в следующее — растерянность. Затем он коснулся спины и обнаружил, что его одежда промокла. Хань Ли горько улыбнулся. Таблетка природной энергии оказалась невероятно мощной, раз смогла его разум в мир иллюзий, несмотря на его сильное духовное чутье. Пока он пребывал в иллюзиях, он стал совершенно другим человеком и пережил немыслимые события. Он с легкостью постиг огромную силу, способную сдвигать горы и море и вызывать ветер и дождь. Вспоминая об этом, Хань Ли пытался повторить заклинания, которые он делал, но не смог вспомнить ни единого слова, которое он произнес, но восприятие и ощущение мирской духовной силы запомнились невероятно детально. Ему казалось, что все это он испытал своим телом, и верил, что это поможет ему прорваться на следующий уровень культивации. Затем Хань Ли снова закрыл глаза и не двинулся с места. Хань Ли сидел, не двигаясь полдня, а затем спокойно открыл. На его лице не осталось и следов замешательства. Он встал и поднял руку, ударив каменную дверь перед собой заклинанием. Дверь сверкнула духовным светом и медленно открылась, позволяя Хань Ли спокойно выйти. Как только он вышел, белая полоска света влетела из каменной стены в его рукав. Это была серебряная луна в форме лисы. Хань Ли медленно подошел к входу в пещеру и спросил, как долго я был в уединении. Что-нибудь случилось за это время? Серебряная луна уважительно ответила, мастер был в уединении в течение 2 дней. Недавно приходила фиолетовая духовная фея, но, увидев ограничительные заклинания на вашей пещере, она вернулась в свою резиденцию. Хань Ли равнодушно сказал, учитывая ее низкий уровень культивации, очевидно, что таблетка природной энергии повлияла на нее не очень сильно. Неудивительно, что она покинула уединение раньше. Удивительно, что ты не хочешь взять себе таблетку. Серебряная луна безрадостно ответила, мастер должен знать, что я немного отличаюсь от человеческих культиваторов. Я волчица Серебряная луна, владеющая телом демонической лисы. Помимо духовных таблеток для культивации, я не осмеливаюсь принимать любые другие духовные таблетки культиваторов. Кто знает, какой вред они могут мне причинить. Я бы предпочла просто потратить больше времени на культивацию, чем рисковать. Немного подумав, Хань Ли просто кивнул, но ничего не сказал. Конечно, Хань Ли не потратил впустую оставшиеся фрукты духовного роста. Он принял их перед таблеткой природной энергии. С их лекарственной силой, растворенной в его теле, он испытал небольшое, но заметное увеличение культивации. Эти фрукты действительно заслуживали звания редко встречающимся в этом мире. Прибыв к выходу из пещерной резиденции, Хань Ли обнаружил, что его марионетки послушно охраняют ворота. Он сделал несколько шагов вперед и бросил их в свою сумку для хранения во вспышке белого света. В этот момент Хань Ли открыл каменные ворота своей пещерной резиденции магической техникой и спокойно вышел. В тот момент, когда Хань Ли вышел, полоска света вырвалась из одной из соседних гор. Когда Хань Ли увидел приближающийся свет, он спокойно взмахнул руками, приманив к себе флаги и пластинки своей ограничительной формации, которые были размещены в земле. Все они влетели в его руки один за другим в полосках лазурного света. «Брат Хань, ты наконец появился. Я полагала, что тебе понадобится еще полдня». В этот момент полоска света появилась перед Хань Ли, обнажив фиолетовую духовную фею. Она сладко улыбнулась Хань Ли, паря в воздухе. Как только свет погас, взору Хань Ли предстала ее великолепная красота. Хань Ли улыбнулся и сказал, похоже, фиолетовая духовная фея добилась довольно хороших результатов после приема таблетки природной энергии. Ты всего в нескольких годах до средней стадии формирования ядра. Позволь мне заранее поздравить тебя. Фиолетовая духовная фея радостно сказала, брат Хань, должно быть, шутит. Таблетка природной энергии выиграла мне только несколько десятков лет горькой культивации. Однако, у брата Ханя после приема есть хорошие шансы достичь средней стадии зарождающейся души. Это достойно еще больших поздравлений. Ты можешь не верить, но таблетка природной энергии оказывает такое же воздействие на культиватора формирования ядра, как и на культиватора зарождающейся души, спокойно сказал Хань Ли, хотя стоит сказать, что эта таблетка эффективна для всех ниже стадии божественной трансформации. Чем ниже уровень культивации, тем выше эффект. Когда культиваторы формирования ядра принимают таблетку, нет сомнений в том, что они смогут подняться на следующий уровень, но для культиваторов стадии зарождающейся души такой гарантии нет. Неважно, что там говорится, таблетка природной энергии очень полезна для подъема на следующий уровень культивации. Брату Ханю не стоит быть таким скромным.
И учитывая, какие брат Хань проявил способности, достигнув стадии зарождающейся души всего за 200 лет, он должен находиться всего лишь в шаге от перехода в среднюю стадию. Способности. Услышав слова фиолетовой духовной феи, Хань Ли горько усмехнулся. Хотя он не исправил ее, он молча покачал головой. Фиолетовая духовная фея улыбнулась и собиралась сказать еще что-то, как вдруг вдалеке послышался мощный грохот. Казалось, что он сотряс весь мир. Хань Ли справился с этим достаточно хорошо, а фиолетовая духовная фея потеряла равновесие и стала падать с воздуха. Она поспешно остановила падение вспышкой света и тревожно закричала: «Что случилось? Что происходит?» Хань Ли был удивлен не меньше ее, но не ответил и повернул голову в направлении источника этого звука. Эта область, обозначенная на карте, сердце Хань Ли замерло, и он почувствовал себя немного сбитым с толку. В этот момент вырвалась белая линия, пронесшаяся над горизонтом, издавая грохот на своем пути. В мгновение ока белый свет стал гуще, и поблизости внезапно появились бесчисленное количество волн белой ци. Можно было видеть, как безграничная и невообразимо высокая волна белой ци охватила окружающие горы, направляясь к Хань Ли и фиолетовой духовной фее. В мгновение ока она оказалась всего в километре от них. Нехорошо. Хань Ли изменился в лице при виде этого, и тут призвал маленький синий щит, взмахнув рукавом. Щит сделал круг в воздухе и превратился в огромный щит перед ним. Он указал на огромный щит, и излучаемый им слой синего света окутал Хань Ли. Все еще не чувствуя себя в безопасности, он выплюнул шар синего ледяного пламени на расстояние около 30 метров от себя. Голубое пламя сияло и потрескивало. Большой шар ледяной ци быстро увеличился, и в мгновение ока перед Хань Ли появилась ледяная гора высотой 20 метров. Фиолетовая духовная фея также отреагировала на приближающуюся опасность и тревожно выпустила расшитый шарф, который окутал ее туманом света, чтобы защитить ее. Увидев, что Хань Ли создал ледяную гору, она поспешно подлетела к нему. В этот момент стремительная волна ци наконец настигла их. Все небо потемнело. Яростные звуки трескавшейся земли наполнили все вокруг. Ледяная гора задрожала, когда в нее с лязгом врезались десятки валунов. От этого звука сердце забилось быстрее.